Здравствуйте! Проходят долгие июньские дожди. Казалось бы, влага должна пойти растениям только на пользу. Но вдруг маленькие завязи кабачков начинают массово гнить прямо на кустах. Это, конечно, жутко расстраивает. Столько труда вложено, а урожай буквально тает на глазах. Как остановить этот процесс? Поверьте, кабачки можно спасти. Вот типичная ситуация. Плодик пожелтел с кончика, стал мягким и, увы, покрылся гнилью. Паниковать не стоит, и сорт тут абсолютно ни при чем. Посмотрите на задний план. Куст выглядит совершенно зеленым, мощным, здоровым. Именно такие густые посадки часто скрывают целый комплекс проблем. Дождливая погода просто запускает цепную реакцию, которую нам с вами нужно срочно остановить. Почему гниют кабачки? Давайте посмотрим на корень проблемы. Причин на самом деле 4, и проблема эта никогда не бывает одиночной. Это всегда комплекс. Во-первых, нет опыления. В дождливую пасмурную погоду пчелы и шмели почти не летают, пыльца намокает, становится тяжелой. Во-вторых, это банальная сырость. Мощные густые листья просто не дают ветру гулять внутри куста. В-третьих, на фоне этой самой сырости мгновенно развиваются грибковые болезни. И четвертая причина – сбой питания. Сильные дожди банально вымывают из почвы полезные вещества, а корни в холодном болоте просто отказываются нормально работать. То есть гниль – это результат всех 4 факторов одновременно. Переходим ко второй части. Как различить цветки? Это обязательный первый шаг к спасению урожая. Слева мы видим женский цветок. Обратите внимание, прямо под лепестками у него уже есть крошечный кабачок. Это и есть зависть. А вот справа мужской цветок. У него под лепестками абсолютно пусто. Он держится на простой тонкой ножке, а внутри прячутся пыльники с пыльцой. Запомнить правило очень просто. Есть маленький кабачок под цветком, значит он женский. Нет кабачка – мужской. Ручное опыление. Если дождь прогнал насекомых, действовать придется нам самим. Вот простая пошаговая инструкция. Первое. Дождитесь короткого сухого окна между осадками. Лучшее время – это утро или первая половина дня. Главное, чтобы цветок уже раскрылся, а пыльца немного подсохла от дождя. Второе. Сорвите мужской цветок и аккуратно оторвите все лепестки, чтобы оголить тычинки. И третье. Мягко коснитесь этими тычинками рыльца женского цветка. Пыльца должна попасть внутрь. Помните, одного мужского цветка смело хватает на 2, а то и 4 женских. Часть 4. Прореживание куста. Убираем опасную сырость. Слева роскошный, переросший зеленый куст. Он выглядит невероятно красиво, но на деле это идеальная ловушка. Огромные листья полностью блокируют солнечный свет и ветер. Земля под ними не просыхает неделями. А справа мы видим печальный итог. В такой влажной среде мгновенно размножается белая и серая гниль. Она атакует молодые завязи, которые беззащитно лежат прямо на мокрой почве. Давайте проведем санитарную чистку. Смело срезайте самые крупные старые листья, особенно те, что закрывают центр куста. Растению жизненно необходим кислород. Обязательно соберите и выбросите все гниющие завязи и отпавшие мокрые цветки. Это настоящий рассадник инфекции. Затем возьмите сухие дощечки или плотную мульчу и подложите их под оставшиеся здоровые плоды. Их нужно изолировать от мокрой земли. И, конечно, на время дождей следует полностью прекратить или максимально сократить полив. Правильная подкормка. Восстанавливаем баланс элементов после обильных осадков. Запомните, азот сейчас строго противопоказан. Он только спровоцирует рост новых огромных листьев, а нам нужны плоды. Бор – вот настоящее спасение для завязей. Он не дает им осыпаться. Но применять его нужно в строгих микродозах. Кальций понадобится исключительно в том случае, если кончики плодов темнеют и сохнут. Это верный симптом вершинной гнили. Ну а что касается популярной древесной золы, это лишь легкая калийная поддержка. Зола не способна волшебным образом вылечить гниль, если ваш куст буквально стоит в воде. План спасения. Собираем все советы в четкий алгоритм. Вот идеальный 3-дневный план действий. День 1. Наводим базовый порядок. Прореживаем листья, убираем гниль, подкладываем доски под здоровые кабачки. Куст должен хорошо проветриться. День 2. Работаем с питанием. Вечером или ранним утром опрыскиваем листья и цветки раствором борной кислоты. Строго 2-3 грамма на 10 литров воды. Бор нельзя лить в сухую землю. Работаем только по листу. День 4 или 5. Оцениваем результат. Проверяем новые завязи. Если заметили потемнение на самых кончиках, и только тогда применяем кальциевую подкормку отдельной обработкой.
Вот так выглядят здоровые кабачки. Если перестать полагаться на волю случая и четко выполнить этот план, результат вас точно порадует. Сырость уйдет, питание восстановится, а опыление пройдет успешно. Новые завязи быстро стабилизируются и пойдут в уверенный рост уже через несколько дней. Ваш урожай будет спасен. Если у вас остались вопросы о том, как уберечь урожай от непогоды, обязательно спрашивайте в комментариях. Я внимательно читаю каждый комментарий и подробно отвечаю на все вопросы. Также призываю вас посмотреть другие видео на канале, полезные ссылки уже ждут вас в описании и в закрепленном комментарии. У нас сегодня формат динамичный викторин. Самое время проверить свои знания. Поехали! Когда лучше всего обрезать листья кабачка? На экране вы видите варианты, давайте их озвучу. Вариант А – в сухую погоду, вариант Б – после сильного дождя или, может быть, вариант В – во время заморозка. Как вы думаете, какой из них правильный? А вот и правильный ответ – это, конечно же, вариант А – в сухую погоду. Отлично, идем дальше. Вопрос номер 2. Нужно ли вообще убирать гнилые кабачки с куста? Вот наши варианты. Вариант А – да, обязательно. Вариант Б – нет, они, знаете ли, сами восстановятся. И вариант В – только если есть солнце. Подумайте буквально секунду. И правильный ответ А – да, обязательно. И это супер важно. Главное правило здесь в том, что гниющие плоды, увы, уже никогда не восстановятся. Чудесный бывает. Более того, они превращаются в идеальный такой инкубатор для белой и серой гнили. А во влажной среде эта зараза разносится по всей грядке, просто со скоростью лесного пожара. Так что удаляем их немедленно. Вообще, почему кабачки так любят гнить именно после дождей? Смотрим на варианты ответа. А. Из-за сырости и плохого опыления. Б. Из-за слишком сухого воздуха. Или В. Только из-за жары. В чем же тут истинная причина? И верный ответ тут снова А. Из-за сырости и плохого опыления. Смотрите. Долгие дожди наносят урожаю прямо-таки двойной удар. Во-первых, насекомые просто прячутся и отказываются летать. Им это в такую погоду не нужно. Во-вторых, пыльца намокает, слипается в плотный комок и полностью теряет свои свойства. Цветок остается неопыленным, останавливается в росте и начинает банально гнить от избытка влаги. Как понять, что цветок у кабачка женский? Варианты. А. Под цветком уже есть маленький плодик. Б. У него вообще нет стебля. В. Он всегда закрыт. Как вы думаете? Абсолютно верно. Ответ А. Под цветком уже есть маленький плодик. И это отлично видно, если сравнить их вживую. С одной стороны, женский цветок с такой миниатюрной завязью в виде кабачка у самого основания. А с другой – мужской цветок. У него просто тоненькая ножка и никакой завязи нет и в помине. Все очень просто. Что делать, если из-за плохой погоды кабачки не опыляются сами? Варианты такие. А. Опылить вручную. Б. Полностью прекратить полив. Или В. Оборвать все цветки. Ваш вариант? Конечно же, ответ А. Опылить вручную. Послушайте, если природа вдруг берет паузу, нам нужно просто брать дело в свои руки. Срываем мужской цветок, очень аккуратно убираем лепестки, чтобы оголить тычинки, и легонько касаемся ими рыльца женского цветка. Вот и вся магия.